И сегодня мы идем в Королевский замок в Варшаве смотреть галерею фарфора. Старинный фарфор от Майсона. Не пропустите, оставайтесь с нами. Идем вперед. Сегодня много народа. Постараемся аккуратно делать видео, чтобы всем было комфортно. Приятного просмотра! Королевский замок был построен на рубеже XVI и XVII веков. В начале Второй мировой войны фашистская Германия заминировала этот замок, и он был полностью разрушен. Так что то, что мы сейчас видим, это его копия. Реконструкция сделана в 70-е, 80-е годы XX века. Это овальный зал. Здесь огромные гобелены нас встречают. Интересная мебель. Тоскания. И еще вот такой диван, лавка, скамейка. А мы пойдем дальше и искать фарфор. Тронный зал, где проходили приемы. И узнаете? Монограмма А.Р. Аугустус Рекс. Особое клеймо, которое ставил Майсон на предметах, используемых при дворе курфюрста Августа Сильного, основателя майсонской мануфактуры, который стал правящим монархом Польши, королем Августом II. Это клеймо любили подделывать. Самое известное использование клейма А.Р. художественной мастерской Хелены Вольфсон. Мы рассказывали об этом, ссылочку найдете в описании. В XVIII веке Красный зал – это место заседания короля и сейма, то есть парламента. И на стенах висят портреты сенаторов. Ой, смотрите, какой чудный артишок. Ой, чудесный просто. Интересно, это артишок или перевернутый ананас? Как думаете? Вся мебель в зале реконструированная. Композиция на столике – это греческие музы, нимфы. Кто они? Высота потолков впечатляет. Еще бы, это же Королевский замок. А вот это камин. Ух ты! Посмотрим, что это такое красивое здесь. Это экран для камина. И мы сейчас много такого видим на барахолочках. Экраны очень входят в моду. Это популярный предмет интерьера. Смотрите, какой он кружевной, эффектный. То ли медь, то ли латунь. А здесь интересная каминная группа, часы и две вазы. Как красиво все это отражается в зеркале. И вот бра. Конечно, оригинально это должны быть подсвечники, но сейчас это электрические. И, конечно же, орел. Мы продолжаем искать фарфор в замке, но, конечно, не можем пропустить самую роскошную, самую большую залу в этом замке. Это бальный зал с роскошным, красивым расписным потолком. Интерьер восстановлен так, как он выглядел до 1939 года. В зале представлены греческие статуи Аполлона и Минервы. Эффектные подвесные люстры в итальянском стиле и красивые колонны в охристо-терракотовом цвете. Очень впечатляет. И, наконец, мы дошли до спальни короля. Камин, на нем часы с буйволом, китайские вазы, интересная ширма, каминный экран
Гобелен. Тема охоты. Все, как любят мужчины. Дорого, богато, много золота. Какие роскошные золотые гирлянды. И справа маленький зеленый диванчик. Вообще-то это кровать. В те времена спали полусидя, особенно дамы. У них были огромные роскошные прически, и чтобы их не испортить, надо было спать сидя. Ну и, естественно, и мужчины тоже спали полусидя. Но это же прелесть! Наконец-то мы нашли фарфор. И это Майсон, старинный Майсон. Немножко далековато, но это максимально, как получилось приблизить. Там висят канаты, нельзя подойти ближе. Фигурка из серии «Пять чувств». Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. А здесь на столике фигурка осязания. Дама сидит, рядом клетка с канарейкой, и птичка клюет даму за пальчик. Фигурка датируется примерно 1800 годом, и автор серии «Пять чувств» Йохан Карл Шönheit. И вот, наконец, мы пришли. Коллекция Майсон в Королевском замке Варшавы. Целая галерея фарфора. Так давайте посмотрим, какие фарфоровые сокровища XVIII-XIX веков скрываются в этих шкафах. А вот вы только полюбуйтесь, какое чудо. Нет, сам комод тоже, конечно, чудесен с маркетри и красивыми украшениями, декорами. Но вот под стеклом целый набор, сервиз, комплект. И, видимо, в родном чемоданчике. Как же это сохранилось? А вот это, на наш взгляд, самый эффектный экспонат галереи фарфора в Королевском замке в Варшаве. Это дорожный сервиз, чайный и кофейный. И плюс к нему еще идет 6 ложечек из серебра с позолотой. Аугсбург. Этот сервиз в стиле шинуазри, восточное искусство, которым очень увлекались в Западной Европе. Роспись на сервизе – это семейные сценки из жизни китайцев. Китайцы в саду, китайцы дегустируют чай. И, соответственно, форма чашки тоже в виде чарки без ручек, имитация китайских чашечек для дегустации и чаепития. Сервиз датируется 1722-25 годами, а роспись была сделана около 1730 года. Автор Йохан Григориус Херольд и его подмастерья. Такие дорожные сервизы заказывались на мануфактуре Майсон в качестве подарков для важных персон. Королей, дипломатов, генералов. В силу своей ценности такие подарки, сервизы, практически не использовались по назначению, а тем более в путешествиях. Вот и разгадка, как они сохранились до наших дней. А вот такого мы точно никогда не видели. Вы посмотрите, какая необычная ручка. Это что, скоморох? Какой скоморох? Это же нимфа. Да ладно. Посмотри, какая головка. И посмотри, у нее же грудь. Точно. Этот шедевр датируется около 1740 года. Автор Йохан Каспер Хазе. И еще удивительный цвет. Королевский пурпур. Здесь Майсон в стиле шинуазри.
У нас есть видео с немецкого аукциона, как раз где продавался Майсон в этом стиле. Ссылочку найдете в описании. Теперь понятно, где черпает вдохновение Херент. Соусник с ручкой и чудесным носиком, вот он на переднем плане, датируется 1741-45 годами и был разработан модельщиком Йоханом Фридрихом Эберляйном. Сахарница справа того же периода 1741-45 годы и разработана Йоханом Фридрихом Эберляйном. Посмотрите, здесь на переднем плане такая красивая чашка с крышкой и внизу такой эффектный рельеф. Это же листья акантуса. Акантус – это символ плодородия. Весь этот фарфор, портовые сценки, датируются 1725-35 годами, а большая тарелка – это подставка под террину. Вот такая чудесная чашка. Это, скорее всего, гобеле-але. Чашка для молока, для горячего молока. Держать за две ручки двумя руками. Но здесь должно быть еще блюдце. Однако и так чудо, что весь этот фарфор уцелел, до наших дней стоит сейчас в музее и радует нас. Можем любоваться. В галерее Королевского замка представлено несколько фигурок. Первая – «Польский поцелуй» 1750 года. Вторая – это дама в польском костюме. И очень интересная еще одна фигурка – страдающий от подагры. По сюжету жена либо дочь моет ему ноги. Какая интересная фигурка. Совершенно неожиданный сюжет. Никогда такое не видели. А вы? Чудесные белоснежные тарелки из лебединого сервиза графа Хенрика Брюля датируются 1737-41 годами. Белые фигурки, виолончелист и турок с гитарой. Два поляка датируются 1769 годом из фонда Терезы Саакян на фоне белоснежного лебединого сервиза. А вот и два путти в национальных польских костюмах. Дама с веером, французская дама, 1754-63 годы. В галерее фарфора можно полистать монографию пани Анны Шкурлат «Майсонский фарфор в коллекции Королевского замка в Варшаве». Да-да, Майсон и такое делал. Это очень ценится. Это музейные экспонаты. Огромная книга. И огромный труд пани Анны Шкурлат. Вот, которые стоят в витринке. Тарелки. И вот эти тоже. Красивый дворец, красивая редкая коллекция фарфора Майсон. Подписывайтесь на канал, впереди нас ждет много интересных барахолок из неожиданных мест, распаковки, аукционы. Ждем всех на новых видео. Делитесь каналом с друзьями. До новых встреч!
Пока!